В архивах есть запись, которую почти невозможно слушать дважды. Ни крик, ни взрыв. Короткий звук. Будто кто-то очень большой и очень глубоко смял пустую жестянку одним движением. Гидрофоны системы дальнего слежения поймали его издалека, с другого края океана, и аккуратно отметили время. Время, после которого на той частоте больше ничего не было. Это схлопнулся корпус подводной лодки. Сталь, рассчитанная на чудовищное давление, не выдержала, и на той глубине, куда она ушла, человек перестает быть человеком быстрее, чем успевает понять, что происходит. Я долго думал, что такая запись одна, что это какой-то единичный, страшный случай, про который сняли все, что можно. А потом начал копать, и оказалось, что таких записей несколько. В сейфах разных стран, подписанных на разных языках. И там, внизу, до сих пор лежат целые корпуса с реакторами внутри. Никто их не поднял. Сколько их там на самом деле? И почему две страны, которые ненавидели друг друга всю холодную войну, одинаково старательно молчали о том, что у них на дне? Их было не одна, и даже не две. Если посмотреть на карту Мирового океана и отметить точки, где на грунте лежат атомные подводные лодки, точек наберется около десятка. Я долго сверял разные списки, и, честно говоря, тут странно другое. Цифра гуляет от источника к источнику. Кто-то считает 6, кто-то 9, кто-то добавляет лодки, которые потом подняли. Зависит от того, что именно ты называешь «лежит на дне». Но порядок один и тот же. Около 10 стальных корпусов, и внутри почти каждого ядерный реактор. А реакторов на дне больше, чем самих лодок, намного больше. Потому что был еще один способ избавиться от того, что отслужило и слишком фанило, чтобы возиться. Их просто сбрасывали. Отработавшие реакторные блоки, иногда вместе с топливом, контейнеры с отходами, все это десятилетиями опускали на дно северных морей, и точное число до сих пор никто не назовет уверенным. И вот что меня в этой истории зацепило с самого начала. Это не беда одной страны. Мы привыкли, что советские катастрофы — это про нас, про наши ошибки, про наше молчание. А тут на одном и том же грунте, иногда в одном и том же океане, лежат и наши лодки, и американские. Две системы, которые 40 лет готовились утопить друг друга, в итоге утопили каждая саму себя. По кусочку, по экипажу. Об одной из этих лодок у нас на канале уже есть отдельный полный фильм «Комсомолец К-278». Та самая, что ушла на дно Норвежского моря в 89-м, с глубиной погружения, которую до нее не брал никто. Если не видели, ссылку оставлю. Посмотрите после этого ролика. Там вся история целиком. А здесь я ее трогать почти не буду, чтобы не повторяться. Потому что сегодня другой разговор. Сегодня обзор. Карта. Я хочу провести вас по нескольким таким точкам на дне, и наших, и чужих, и показать одну вещь, которую поодиночке не разглядеть. Но сразу скажу честно, каждая из этих лодок заслуживает не 5 минут, а отдельного фильма. И мы их сделаем. Считайте, что сегодня вы смотрите оглавление к серии, которую я только начинаю собирать. Если хотите эту серию увидеть, подпишитесь. Без подписки такие темы до вас просто не дойдут. Их мало кто берет всерьез, и алгоритм их не любит. А я собираюсь идти до конца, по каждой лодке. Начнем, как ни странно, не с наших. Начнем с лодки, которую американский флот называл «лучшей в мире», ровно за минуту до того, как она перестала отвечать. «Лучшей в мире». Это не я придумал такой эпитет, так ее называли свои же. Трэшер, по-английски это рыба такая, лисья акула. Головная лодка целой новой серии быстрых атомных охотников, которых придумали как ответ на советские субмарины. Самая быстрая, самая тихая, самая глубоководная из всего, что тогда было у американцев под водой. Гордость флота в чистом виде. Спустили ее на воду в 60-м, в строй ввели в 61-м. А весной 63-го она вернулась с верфи после планового ремонта, и ей предстояло то, что для такой лодки дело обычное – рутина, глубоководные испытания. Нужно было спуститься на предельную рабочую глубину, около 1300 футов, это примерно 400 метров, и проверить, что после ремонта все держит давление как надо. 10 апреля. Точка в Атлантике, примерно 200 миль восточнее Кейп-Кода, у побережья Массачусетса. Под ними почти 2,5 километра воды. Рядом на поверхности дежурит спасательное судно Skylark. Страхует.
Хотя, честно говоря, слово «страхует» тут условное. Спасательная камера Skylark работала от силы на 850 футов. Случись, что глубже, она бы не достала. Но в тот момент об этом никто не думал. Лодка на эту глубину ходила до ремонта десятки раз. На борту 129 человек. И вот тут интересная деталь, на которую я не сразу обратил внимание. Это были не только военные. 16 офицеров, 96 матросов и 17 гражданских. Инженеры, специалисты с судоверфи в Портсмуте, люди из бюро кораблестроения. Те, кто эту лодку проектировал и доводил руками. Меня в этой истории зацепил как раз один из них. Без имени, потому что фамилии гражданских специалистов в открытых источниках я называть не хочу. Да и не в имени дело. Гражданский инженер с верфи. Человек, который вышел в море не по приказу, он не обязан был там быть, он пошел сам. Посмотреть, как ведет себя под нагрузкой то, что он своими руками собирал и проверял. Для него это был в каком-то смысле день гордости. Его детище идет на глубину, и все работает. Утром 10 апреля связь со Скайларком восстановили рано, около 6:30, и лодка начала медленно опускаться. Не сразу на предельную, по правилам, аккуратно. Каждые 100 футов остановка, проверка всех систем, доклад наверх. По кругу, под спасателем, чтобы не выйти из зоны связи. Час, может, чуть больше, все шло спокойно. Обычное погружение. А потом, в начале 10 утра, со Скайларка приняли короткое сообщение. По нашим данным, звучало оно примерно так. Есть небольшая проблема. Небольшая. Так и передали. И вот после этой минуты, после этого спокойного слова «небольшая», на той частоте начало происходить что-то, чего на Скайларке сначала просто не поняли. Что именно услышали наверху в следующие 18 минут, об этом дальше. 18 минут. Если совсем точно, между первым тревожным сообщением и последним звуком прошло около 5 минут. Но вся развязка от спокойного доклада до конца уложилась примерно в этот промежуток. Я нарочно говорю «примерно». По таймингу у разных источников расхождение в минуту-две, и я не хочу делать вид, что у нас есть секундомер той вахты. Но порядок такой. Около 9:13 со Скайларка приняли то самое сообщение про небольшую проблему. Дальше пробуют связаться. Лодка отвечает с трудом, эфир рваный. И вот в одной из последних передач операторы наверху разобрали слова про предельную глубину. То ли превышаем, то ли проходим. Первое слово в записи было смазано, неразборчиво, и это честно отмечено в материалах разбирательства. А вот предельная глубина прозвучала четко. Понимаете, что это значит? Лодку, которую вели вниз аккуратно с остановками по 100 футов, вдруг утягивает за ее собственный предел. Не по плану. Ее тянет вниз. Что там происходило внутри, восстанавливали уже потом, по косвенным признакам, и единой картины так и нет. Но рабочая версия, к которой пришла следственная комиссия в том же 63-м, выглядит так. Где-то в районе машинного отделения не выдержало соединение трубопровода. Паянный шов, серебряная пайка. Такими тогда соединяли трубы забортной воды. На предельной глубине давление за бортом чудовищное, и через лопнувший стык в отсек ударила вода. Под огромным напором, веером. А дальше все посыпалось одно за другим. Вода попала на электрику, пошли замыкания. Сработала аварийная защита, заглушился реактор. И вот это, похоже, и стало роковым. Без реактора нет хода. Лодка, которая уже набрала отрицательную плавучесть, то есть тяжелее воды, не может разогнаться и выйти наверх ходом. Остается одно – продуть балластные цистерны, выдавить из них воду воздухом высокого давления и всплыть как поплавок. Продувку попытались дать, но она не сработала как надо. По одной из версий, воздух при резком расширении переохладил влагу в магистралях, и в трубопроводах намерз лед, забил проходы. Система продувки фактически захлебнулась. А чтобы вернуть ход, заново запустить реактор, экипажу нужно было минут 20. 20 минут у них не было. И лодка пошла вниз, медленно, тяжело, уже без управления. Мимо своей предельной глубины, мимо той черты, за которой корпус еще держит. А потом за черту, после которой не держит уже ничто. В 9:18 гидроакустики Скайларка и береговая система слежения записали короткий звук, тот самый, с которого я начал этот фильм. Звук схлопывающегося под давлением корпуса. На глубине порядка 2 километров.
Все 129 человек погибли в это мгновение, и по всему не успели даже понять, что оно последнее. Это, наверное, единственное, что тут можно сказать без горечи. Лучшая лодка флота легла на дно Атлантики целиком, вместе с реактором, и стала первой атомной субмариной в истории, которую забрал океан. Я обещал идти по каждой из этих лодок до конца, и Трэшер — только первая остановка. Если вам важно, чтобы такие истории кто-то собирал по архивам и рассказывал по-человечески, а не забывал, подпишитесь. Дальше их будет еще несколько, и наших, и чужих. Потому что комиссия в 63-м назвала эту картину вероятной, а единой твердой причины не назвала. И спустя полвека выяснится, что в этом деле осталось куда больше закрытых страниц, чем кто-либо думал. Куда больше закрытых страниц, чем думали. И вот тут начинается то, что меня в истории Трэшера зацепило сильнее самой аварии. Комиссия в 63-м отработала честно. 8 недель заседаний, 120 с лишним свидетелей. Итоговый отчет – почти 1700 страниц. И вывод, который я уже пересказал. Вероятно, лопнул шов, вероятно, затопило, вероятно, заглох реактор. Слово «вероятно» там стоит не для красоты. Единой доказанной причины комиссия так и не назвала. Сказала честно, вот наиболее правдоподобная цепочка, но твердо утверждать не можем. А дальше странное. Этот отчет засекретили и держали под грифом десятилетиями. Причем, по некоторым данным, еще в конце 90-х флот сам начал процесс рассекречивания, к 2012 году открыл что-то около 3/4 материалов, а потом вдруг передумал, остановился и сказал: хотите, добивайтесь через официальный запрос. Вот это «передумал» мне до сих пор не очень понятно. Добиваться пришлось одному человеку. Отставной капитан, в свое время сам командовавший лодкой этого же класса. Уже на пенсии он занялся гибелью Трэшера всерьез. Считал, что там есть уроки, которые до конца не выучили. Подал официальный запрос, ему отказали. Тогда он в 2019 году подал в суд. И в 2020 суд обязал военных открывать документы порциями, примерно по 300 страниц в месяц. Так, с 2020 по 2021 год на свет вышли тома материалов той самой комиссии. Под грифом, по разным оценкам, флот держал около 3500 документов по Трэшеру. И знаете, что вышло? Это, честно говоря, мой любимый поворот. Многие ждали сенсации, что вот сейчас откроют папки, и там окажется спрятанная правда, единственная скрытая причина, которую полвека прятали. А в папках оказалось ровно то, что комиссия и написала тогда. Никакого одного спрятанного ответа. Документы скорее подтвердили, единого события, одной кнопки, которую кто-то нажал не так, просто не было. Лодку убила цепочка, и каждое звено по отдельности казалось мелочью. То есть полвека под замком держали не страшную тайну. Под замком держали отсутствие простого ответа. И часть показаний, к слову, закрыта до сих пор. Историки флота и Норман Полмар среди них, человек, написавший про подводные катастрофы не одну книгу, спорят об этом деле до сих пор. Почему сильнейший флот мира полвека держал под грифом материалы, в которых, по сути, нет сенсации? Что в тех страницах, которые все еще закрыты? Это разговор на отдельный фильм, и мы к Трэшеру еще вернемся отдельно, по-настоящему подробно. А пока запомните одну вещь, потому что она и есть нить всего нашего фильма. Это был 63-й год, пройдет всего 5 лет, и в 68-м у американцев это случится снова. Другая лодка, другой океан. И на этот раз причину не назовут вообще. Не назовут вообще. Это я забегаю вперед, но так и будет. А пока вернемся в 68-й. Скорпион. Тоже атомная, тоже американская, но другого класса, постарше Трэшера. Скипджек. В строю с 60-го года. Каплевидный корпус, атомная силовая установка, быстрая и тихая для своего времени. Лодка-охотник, заточенная под дно. Идти за чужими и оставаться незамеченной. А внутри у нее было кое-что посерьезнее обычного. Шпионская начинка, аппаратура для перехвата. И 2 торпеды с ядерной боевой частью. То есть на борту, помимо реактора, еще и ядерное оружие. Хотя, честно говоря, к 68 году гордостью флота ее уже не назвал бы никто. Лодка была изношена, ремонт ей был нужен позарез, и сам экипаж между собой прозвал ее невесело. Что-то вроде корыта, металлолом. По-английски «scrap iron». Люди шутили, но шутка была с горчинкой. Они знали, в каком состоянии их корабль.
В феврале 68-го Скорпион ушел из Норфолка в Средиземное море. Обычная боевая служба, 3 месяца. А на обратном пути, уже когда шла домой, лодка получила задание – понаблюдать за советским отрядом кораблей в Атлантике, где-то в районе Азорских островов. Точный маршрут и точное место этой слежки, к слову, в источниках описаны по-разному и до конца не прояснены до сих пор. Но суть простая. Наши вели свою работу в Атлантике, американцы пристроились следить, и «Скорпион» был для этого создан как нельзя лучше. 21 мая лодка вышла на связь. Доложила: «Задание выполняю, иду домой». Назвала свое место, сообщила, что рассчитывает прибыть в Норфолк через несколько дней. Обычный сеанс, ничего тревожного. Это был последний раз, когда «Скорпион» вышел на связь. В Норфолке ее ждали к 27 мая. На пирсе уже все подготовили. Буксир дежурит, швартовая команда собрана, семьи знают, что лодка вот-вот придет. 27-го «Скорпион» не появился. И только тогда, когда она не пришла в порт, официально объявили тревогу и подняли большой поиск. Понимаете, в чем тут страшная арифметика? Лодку начали искать 27-го, а связь с ней оборвалась 6 днями раньше. Все то время, пока на пирсе готовили швартовы, ее на самом деле уже не было. И семьям, кстати, сообщили не сразу. Несколько дней люди ждали корабль, которого уже не существовало. А самое неприятное выяснится позже. Окажется, что кое-кто на берегу заподозрил беду гораздо раньше 27-го, что приборы за тысячи километров кое-что записали еще 22 мая. Короткую серию звуков, очень похожих на взрыв. Похожих на взрыв. Но чтобы это понять, кому-то сначала нужно было эти звуки найти, а их никто специально не слушал. Дело в том, что у американцев по дну океана была растянута сеть гидрофонов, подводных микрофонов. Огромная система, заточенная под одно — ловить шум советских лодок, их винтов, их машин. Чужое железо. И вот эта сеть в ночь на 22 мая записала кое-что еще — серию глухих подводных импульсов. Несколько толчков подряд, уложившихся примерно в 1,5 минуты. Тогда на это никто не обратил внимания. Запись легла в архив, как ложатся тысячи других. Лодку ведь еще ждали в порт, тревогу не объявляли. Звук просто записался и остался лежать. А когда «Скорпион» не пришел и подняли поиск, за дело взялся человек, без которого эта история сложилась бы совсем иначе. Океанограф, ученый из флотского отдела глубоководных проектов, Джон Крейвен. И вот он, в отличие от остальных, сообразил, где искать. Не в океане, в архивах гидрофонных записей. Он поднял ленты с 2 разных станций. Одна у Канарских островов, другая далеко, у Ньюфаундленда. И там в нужное время нашлась та самая серия импульсов. А дальше чистая физика. Звук идет в воде с известной скоростью. Если один и тот же звук пришел на 2 станции, разнесенные на тысячи километров, с известной разницей во времени, то по этой разнице можно вычислить, откуда он пришел. Перекрестная засечка, как пеленг на 2 уха. Крейвен со своими людьми так и сделал. Свел записи, посчитал и получил район. Квадрат примерно 12 на 12 миль посреди Атлантики, около 400 миль юго-западнее Азор. И вот тут есть деталь, которая меня, честно, восхитила. Чтобы уточнить точку, Крейвен собрал экспертов, подводников, спасателей и попросил каждого буквально поставить ставку на карте морского дна, где, по-твоему, она лежит. А потом усреднил эти ставки, наложил на акустику. Звучит как игра, а сработало. Поиск к октябрю почти свернули. Крейвен выпросил еще 2 недели. И в конце октября 68-го камера на аппарате, который буксировали за исследовательским судном, нашла «Скорпион». Почти ровно там, где он и говорил. Ошибка в сотни метров на 1000 миль океана. То, что увидели на снимках, не оставляло надежд, которой, впрочем, и так уже ни у кого не было. Корпус разорван и разломан в нескольких местах. Носовая часть смята давлением. Рубку оторвало. Все 99 человек погибли еще в мае, а реактор и 2 ядерные торпеды так и остались там, на дне, среди обломков, где лежат и сейчас. Мини-история, казалось бы, закрыта. Лодку нашли, погибших оплакали, поставили памятник. Если вам важно, чтобы такие истории доводили до конца, а не бросали на полпути, подпишитесь, дальше будет еще. Но именно с этого момента в деле «Скорпиона» и начинается самое странное.
Потому что нашли. А вот почему он взорвался, флот не объяснил. Ни тогда, ни через 50 лет. 50 лет и ни одной официальной причины. Это, если вдуматься, странно само по себе. Лодку нашли, обломки сфотографировали. Комиссия заседала, отчет написала. А в сухом остатке формулировка, от которой мало толку. Что-то вроде «установить причину гибели по имеющимся данным не представляется возможным». Заключение засекретили. И на том все. Техническая версия, к которой склонялся сам Крейвен и часть специалистов, выглядит так. На борту была торпеда с электрической батареей, и у этого типа торпед батарея имела дурную привычку перегреваться. Есть предположение, что одна из торпед самопроизвольно активировалась прямо в аппарате. Пошла, что называется, горячей, с работающим двигателем еще внутри лодки. Крейвен считал, что экипаж даже успел развернуть лодку на 180 градусов, пытаясь сбросить взведенную торпеду в режим самоликвидации. У некоторых торпед при развороте носителя срабатывала защита. Не успели. Взрыв в носу, дальше затопление и погружение за предельную глубину. Версия логичная. Но, честно говоря, тут странно другое. Даже ее флот официально не утвердил. Более того, по обломкам некоторые эксперты возражали. Мол, если бы рванула торпеда внутри, разрушения торпедного отсека снаружи были бы видны, а их толком не разглядели. То есть даже самая правдоподобная версия все равно версия. Твердой точки нет. А где нет официального ответа, там обязательно вырастает свой. И тут мы подходим к самому громкому мифу вокруг Скорпиона. Звучит он так. Лодку потопили советские, в отместку, за то, что за 2 месяца до этого, в марте 68-го, в Тихом океане погибла наша подводная лодка К-129. Сразу скажу прямо, без околичностей, потому что это наша работа на канале – отделять факт от красивой выдумки. Доказательств у этой версии нет, ни одного. Это спекуляция, и я ее так и называю. Ее активно продвигал американский журналист в своей книге, и звучит она кинематографично. 2 сверхдержавы тайно обменялись ударами под водой и договорились молчать. Красиво. Но под этим нет ничего, кроме совпадения по времени и общей атмосферы той эпохи. А вот почему этот миф вырос, это уже интересно по-настоящему, и тут есть что разобрать. Смотрите, как сошлось. Год 68-й вообще выдался черным для подводников. За один этот год пропали без вести сразу 4 лодки разных стран. Холодная война на самом пике, все следят за всеми, лодки реально ходят в притирку и реально гоняются друг за другом. Флот свою причину засекретил и молчит. А раз власть молчит, человек достраивает картину сам. И достраивает всегда в сторону заговора. Пустоту, где должен быть ответ, миф заполняет мгновенно. Вот он и заполнил. И еще одна деталь, чтобы было честно до конца. К-129 — это отдельная огромная история, и она совсем не такая, как в этом мифе. Это была дизельная ракетная лодка. Погибла она в Тихом океане, далеко от Атлантики. Причина ее собственной гибели по сей день толком не установлена. А Советский Союз сам факт ее потери тогда скрыл. Позже американцы провернут одну из самых дерзких тайных операций Холодной войны, чтобы поднять ее с 5-километровой глубины. Но про К-129 у нас будет свой отдельный фильм, целиком. Она того заслуживает. А была ли между ней и Скорпионом хоть какая-то реальная связь, кроме совпадения дат? Вот это и есть та дверь, которую я пока оставляю приоткрытой. Потому что пора возвращаться домой. Мы все про американцев да про американцев. А что в это время творилось у нас? А у нас в том же самом мае 68-го, почти день в день со Скорпионом, случилось то, о чем не писали газеты вообще. Немного заведу речь про то, что меня самого держит в форме за этими архивами. Я ведь над такими роликами сижу неделями, сгорбившись над столом. Спина, шея, поясница. Знакомо, думаю, многим из вас, кто тоже помногу сидит. Я в какой-то момент собрал для себя, а потом и оформил по-человечески, небольшой комплекс бодрости. 10 коротких комплексов по 5-8 минут каждый в советском стиле, той самой производственной гимнастики, которую многие из вас наверняка еще помнят по радио и телевизору. Это для тех, кто тяжело встает по утрам, кто много сидит и к вечеру весь зажатый. Включил, повторил за картинкой, и через 7 минут скованности нет, тело проснулось. Стоит, как 2 чашки кофе. Но в отличие от кофе, остается с вами навсегда. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Если есть проблемы со спиной, с суставами, с давлением, посоветуйтесь сначала с врачом. Движения там мягкие, но осторожность лишней не бывает. А теперь
Возвращаемся к принцу. Потому что дальше начинается самое странное. Не писали вообще. Ни строчки. Пока американцы хоронили свой «Скорпион» при 500 родственниках на причале и ставили мемориал, у нас в том же мае 68-го тонул не корабль, а люди. Тихо. Без некрологов. Лодка называлась К-27. И это была не просто лодка. Это была наша ставка на будущее, наш смелый эксперимент. Понимаете, обычная атомная подводная лодка греет воду в реакторе, и этим паром крутит турбину. А тут инженеры пошли на дерзость. Вместо воды теплоноситель из расплавленного металла, из сплава свинца с висмутом. Жидкий металл вместо воды. Это давало лодке выигрыш. Установка компактнее, мощнее, лодка резвее. На бумаге выходила почти идеальная субмарина. Единственная в своем роде. Ее строили по отдельному проекту, в единственном экземпляре, как пробный камень. Спустили на воду в 62-м. И прочили ей большое будущее, без преувеличения. Первые походы прошли успешно. Экипаж за них щедро наградили. О лодке говорили как о прорыве. Считалось, что вот за этим жидким металлом следующее поколение всего нашего подводного флота. Это было самое начало нашей атомной эры под водой, первое поколение. То же самое, которому принадлежала и другая знаменитая лодка – К-19, та, что едва не стала Чернобылем на воде за 20 с лишним лет до Чернобыля настоящего. Про К-19 у нас на канале есть отдельный полный фильм со всей ее историей. Посмотрите, ссылку оставлю. Я к чему? Это были не серийные обкатанные машины. Это были первопроходцы. А первопроходцы платят за чужие будущие ошибки своими жизнями. И вот тут спрятана та самая ловушка, в которую попала К-27. Жидкий металл хорош, пока он горячий и течет. Но стоит ему чуть остыть или установке дать сбой, и начинается то, с чем человек справиться уже почти не может. Плюс сам сплав со временем накапливал внутри ядовитую дрянь, опасную при малейшей разгерметизации. То есть лодка была не только сложной, она была капризной и злопамятной к любой ошибке. Если вам важно, чтобы про наших моряков-первопроходцев помнили так же, как помнят чужих, подпишитесь. Про них почти никто не рассказывает, а зря. 24 мая 68-го К-27 была в автономном плавании в Баренцевом море. Отрабатывала задачу. Реактор левого борта работал в штатном режиме, а потом приборы показали то, чего не должно было случиться. Эксперимент, ради которого все затевалось, та самая дерзкая ставка на жидкий металл, в 1 минуту обернулся против тех, кто был внутри. Внутри было 144 человека. Запомните это число – 144. А случилось вот что. Тот самый жидкий металл, сплав свинца с висмутом, начал окисляться. Образовались шлаки, что-то вроде накипи, только радиоактивной. И они забили каналы, по которым металл должен течь и отводить тепло от реактора. Теплосъем нарушился. Активная зона начала перегреваться, и часть топливных сборок разрушилась от жара. По разным оценкам, вышло из строя около 1/5 части активной зоны. Экипаж сначала не понял, что именно происходит. По некоторым данным, люди даже попытались поднять мощность реактора, думали, что он проседает, а он на самом деле уже разрушался. Когда сообразили, что повреждено ядерное топливо, врубили аварийную защиту, заглушили реактор. Но было поздно. Радиоактивные газы уже пошли в отсеки. Фон в какой-то момент подскочил, по имеющимся данным, до 150 рентген в час. Это очень много. Это доза, которую человек набирает не за дни, а за минуты. Командир дал команду на экстренное всплытие. Лодку провентилировали, перешли на единственный уцелевший реактор правого борта и своим ходом потащились к базе. К вечеру дошли. Снаружи лодка выглядела целой. Она не тонула, не горела, не разламывалась. С виду ничего не случилось. А внутри уже шел отсчет. Облучены были все. Все 144 человека получили острую лучевую болезнь. Кто-то тяжелее, кто-то легче. Около 20 моряков схватили дозы от 600 до 1000. Это уже та область, где медицина 60-х мало что могла. Один матрос погиб еще на борту, на боевом посту, задохнувшись в противогазе. Имя его я называть не буду, незачем тревожить. Но вот этот образ, человек, который до последнего не снял маску на своем посту, он у меня в голове стоит до сих пор. Еще 8 моряков умерли позже, в госпитале. И вот тут начинается то, что меня в этой истории зацепило сильнее всего. Сильнее самой аварии.
то, что было после. Никакого диагноза «лучевая болезнь» этим людям официально не ставили. Секретность. Их выписывали из госпиталей с формулировкой, от которой у меня, честно, до сих пор оторопь. Последствия острого астеновегетативного синдрома 1968 года. Не лучевая болезнь, астеновегетативный синдром. Слова, за которыми ни льгот, ни правды, ни признания того, что с тобой случилось на самом деле. И эти люди потом годами жили инвалидами, не имея даже бумаги, в которой написано, от чего они инвалиды. Многие добавили себе доз уже потом, на базе, когда ремонтировали ту же лодку. Вручную, кувалдой и зубилом выбивали застывший радиоактивный металл из труб. Им сказали чинить, они чинили. Среди своих лодку уже окрестили мрачно «Нагасаки». Так же, как другую несчастливую лодку, К-19, прозвали Хиросимой. Прозвища неофициальные, флотские, злые, но точнее любого официального отчета. И все-таки самое странное в судьбе К-27 не авария и даже не молчание про экипаж, а то, что сделали с самой лодкой потом. Потому что ее, в отличие от Трэшера и Скорпиона, океан не забирал. Ее туда отправили. Сознательно. Сознательно. Это слово тут ключевое, и я хочу, чтобы оно прозвучало без надрыва, спокойно. Лодку не потеряли. Ее отвезли на дно и затопили по приказу. После аварии К-27 больше не воевала. Стояла на приколе в Гремихе годами. Пытались понять, что с ней делать. Один реактор мертв, второй под вопросом, корпус заражен. Думали восстановить правый борт, думали вырезать аварийный отсек и поставить вместо жидкометаллической установки обычную, водяную. Прикидывали так и эдак. И в какой-то момент стало ясно – не выходит. Очистить лодку по-настоящему невозможно. А главное, для ее реакторного отсека просто нет места. Нет полигона, нет хранилища, нет технологии, куда это деть на Земле. И тогда приняли решение, которое сегодня звучит дико, а по тем меркам считалось наименьшим из зол. Раз нельзя обезвредить на суше, надо спрятать под водой. В 79-м лодку вывели из состава флота, потом расформировали. А в начале 80-х отбуксировали в Карское море, к Новой Земле, в залив со спокойным названием Степовой. И там затопили, целиком, вместе с реактором. С датой, кстати, у источников разнобой, и я не буду делать вид, что знаю точнее, чем знаю. Большинство называет сентябрь 82 года, но кое-где встречается и 81-й. Месяц сходится, год гуляет. А вот что меня правда зацепило, это глубина. Ее утопили не в океанской бездне, как Трэшер или Скорпион, где до корпуса не добраться. Ее положили на мелководье, метров 30 с небольшим. То есть лежит она, по сути, на расстоянии вытянутой руки, ныряльщик достает. Реактор с ядерным топливом на 30 метрах в нашем Северном море. Логика у инженеров была своя, и я не думаю, что это было злодейство. Они искренне считали, затопить лодку целиком, запечатанной на холодном дне, безопаснее, чем оставить ржаветь у причала или возиться с разделкой без подходящих мощностей. Возможно, по тем временам они даже были правы. Но согласитесь, есть что-то горькое в том, что страна, рвавшаяся в будущее на жидком металле, закончила этот проект тем, что просто опустила его на дно и закрыла за ним воду. Саму программу жидкометаллических реакторов для этой линии лодок, по сути, после К-27 свернули. Слишком капризно, слишком опасно, слишком дорого расплачиваться людьми. А что на самом деле пережил экипаж? Как с этими людьми обошлись потом, годами, с их фальшивыми диагнозами и без признания? Это разговор, который в 5 минут не уместишь. Это отдельный фильм, тяжелый, и я его обязательно сделаю. Здесь, в обзоре, я могу только снять перед ними шляпу и идти дальше. Потому что К-27 — это 68-й, 80-е. А я обещал довести до сегодняшнего дня, и, к сожалению, она была не последней нашей лодкой, ушедшей на дно. Самая свежая история в этом списке уже не советская. 2003 год. И там не авария реактора, там 10 живых людей, которых посадили в ржавый корпус и повели на буксире сквозь шторм. Сквозь шторм. Но до шторма еще надо дойти, а сама завязка этой истории, по-моему, страшнее любого шторма. Потому что шторм — это стихия, а то, как снаряжали в путь К-159, это уже решение людей. Лодка была старая,
Проект 627 Кит, первое поколение, родная сестра тех самых машин, с которых начинался весь наш атомный подводный флот. Та же линия, что тянется от легендарной К-3, от самого рассвета атомной эры под водой, про который я еще расскажу отдельно. К 2003 году К-159 была уже глубокой старухой. Из боевого состава ее вывели еще в 89-м. И с тех пор она 14 лет просто стояла на приколе в гремихе и ржавела. 14 лет. И вот тут первая деталь, от которой мне не по себе. Все эти годы лодка простояла с невыгруженным ядерным топливом в обоих реакторах. То есть это был не пустой ржавый корпус. Это была ржавеющая 14 лет махина с двумя заряженными реакторами внутри, у причала, в губе на краю земли. В 2003-м, наконец, решили, пора утилизировать. Отвезти на судоремонтный завод, выгрузить топливо, разделать. Решение здравое, давно пора. Вопрос был в одном – как ее туда дотащить? Сама она идти не могла, мертвая. Своим ходом не пойдет, на палубу ее не поднимешь. Значит, буксир. И вот тут придумали способ, от которого у меня, честно, до сих пор холодок. Чтобы дряхлый протекающий корпус не утонул прямо на буксире, к нему по бокам прицепили понтоны, большие поплавки. Они держали лодку на плаву. Но держали не сами по себе, их надо было постоянно поддувать воздухом. По имеющимся данным, подкачивать примерно каждые 5 часов, иначе плавучесть терялась. То есть лодка плыла не потому, что была исправна, а потому что кто-то вручную, по часам, не давал ей пойти ко дну. И вот теперь главное, то, мимо чего я не могу пройти. На этих понтонах, в этом ржавом корпусе, на буксире через холодное море, внутри были люди. 10 человек экипажа. Им предстояло провести 3 суток внутри мертвой стальной трубы. Без хода, без электричества, без нормальных условий. Просто сидеть в темноте и контролировать буксировку. Вот этого я понять не могу до сих пор, сколько ни читаю. Корпус буксирует на убой, на разделку. Его держат на плаву надувные поплавки, которые травят воздух. Любой моряк скажет, что это рискованно. Так зачем внутрь посадили живых людей? Что они могли сделать там, в темноте, если бы что-то пошло не так? 28 августа 2003-го буксир вышел из гремихи и потянул К-159 в ее последний путь. Первые часы все шло терпимо, а потом, к ночи на 30-е, у острова Кильдин погода начала портиться. Портиться — это мягко сказано. К ночи на 30 августа в районе Кильдина разгулялась волна. Для исправного корабля ничего особенного, рабочая погода. Но К-159 исправным кораблем не была. Ее держали на плаву поплавки, а поплавки на волне начало мотать и рвать крепления. И вот здесь момент, который потом будут разбирать особенно придирчиво. Погода ухудшалась. Можно было прервать буксировку, увести караван в укрытие, переждать, а можно было идти дальше. По имеющимся данным, руководитель буксировки принял решение продолжать движение, и это решение было согласовано с оперативным дежурным Северного флота. Я сознательно говорю об этом сухо, без обвинений. Ни один суд никого виновным в гибели людей по этому делу так и не признал, а значит, и я не вправе показывать пальцем. Решили идти, согласование сверху. Вот факт, а оценку ему пусть дает тот, кто имеет на это право. Ближе к ночи понтоны начали сдавать. Крепления не выдержали качки, тросы оборвало, поплавки оторвало от корпуса один за другим. И как только лодка лишилась этой искусственной плавучести, все решилось за минуты. В отсек пошла вода. Старый корпус, который 14 лет только и делал, что ржавел, держать ее не мог. Командир экипажа, капитан 2-го ранга Сергей Лаппа, когда стало ясно, что лодка идет ко дну, отдал команду покинуть корабль. Подняться наверх, к рубочному люку и прыгать в воду. Это был последний шанс и единственно верное, что можно было сделать. Но времени уже почти не оставалось. Из 10 человек выбраться наружу успели только 3. Остальные ушли вместе с лодкой. А тех, кто выпрыгнул, ждало Баренцево море в конце августа. Вода чуть выше нуля. В такой воде человек держится недолго, как бы он ни был крепок. Спасатели подоспели, но из тех 3 живым подняли одного из 10. Лодка легла на дно в 3 милях северо-западнее острова Кильдин с 2 реакторами, набитыми невыгруженным топливом. То самое топливо, которое ее и везли, наконец, выгрузить, оно ушло на дно вместе с ней. Меня в этой истории добивает одна простая мысль.
Эти 9 человек погибли не в бою, не в походе, не в честном противостоянии с океаном, как экипажи Трэшера или Скорпиона. Они погибли, сопровождая металлолом на свалку. В мирное время у родного берега, в нескольких милях от Бейс. Вот это «у самого дома» почему-то ранит сильнее всего. Если вы дочитали, дослушали со мной до этого места, спасибо, что не прошли мимо. Подпишитесь, чтобы эти 9 имен не растворились в статистике. Про таких не снимают блокбастеров, и тем важнее, чтобы кто-то о них помнил. А дальше история становится мутной, потому что сразу после катастрофы возник вопрос, на который у разных официальных источников нашлись разные ответы. Было ли вообще в тех реакторах топливо? И если было, кто отправил людей в шторм поверх ядерного заряда? Поверх ядерного заряда. И вот первое, в чем источники начинают путаться, был ли этот заряд вообще. Сразу после катастрофы в эфир пошло успокаивающее. Мол, лодка везлась пустой, топливо давно выгружено, на дне лежит просто железный корпус, экологически почти безобидный. По некоторым сообщениям тех дней именно так подавали ситуацию по центральному телевидению. А профильные источники, флотские справочники, специалисты по утилизации, говорят другое и говорят довольно единодушно. Топливо не выгружали. Оба реактора ушли на дно заряженными. Больше того, ее ведь и буксировали как раз за тем, чтобы, наконец, выгрузить это топливо на заводе. Если бы реакторы были пусты, не было бы и всей этой опасной затеи с понтонами. Так что версия пустого корпуса у меня, честно говоря, доверия не вызывает совсем. Похоже, это было сказано, чтобы сбить тревогу в первые дни. И тут я отдаю должное здравому смыслу зрителя. Если вам где-то попадется, что К-159 лежит пустой, сверьтесь с профильными данными. Я мог что-то упустить. Поправьте меня в комментариях, если знаете точнее. Но по всему, что я нашел, топливо там есть. На дне Баренцева моря, на глубине, которую разные источники называют по-разному, где-то около 170 метров, где-то под 240, точка ровно одна, а цифры пляшут. Обычное дело для таких историй. Со вторым вопросом, кто за это ответил, все еще глуше. Дело расследовали. Фигурантом был тот, кто непосредственно руководил буксировкой. Но громкого, внятного приговора, который расставил бы все по местам, по сути, не случилось. Виновных в гибели 9 человек так, чтобы это удовлетворило семьи, фактически не назвали. А семьи добивались даже не наказания в первую очередь. Жены погибших моряков долго бились за простое, казалось бы, признание, чтобы гибель их мужей официально считалась гибелью при исполнении воинского долга. Не несчастный случай при буксировке металлолома, а служба, долг. Понимаете разницу? За этой формулировкой и пенсии, и память, и само достоинство погибших. Им пришлось это выпрашивать. Так кто и почему отправил 10 живых людей в августовский шторм на ржавом корпусе с заряженными реакторами? Это вопрос, на который у меня в формате обзора нет места для честного ответа. Слишком много в нем слоев. И про деньги на утилизацию, и про спешку, и про то, как принимались решения той ночью. Это разговор на отдельный фильм, и я к нему еще вернусь, обещаю. Мы прошли 4 лодки. 2 американских, 2 наших. Атлантика, Баренцево, Карское море. И знаете, какой вопрос остается у меня после всех 4? Простой и неуютный. Если только эти 4 истории оставили на дне столько стали, реакторов и топлива, то сколько же их там на самом деле? Всех, о которых мы вообще не говорили. К этому числу я еще вернусь, оно того стоит. Но сначала то, ради чего, по-моему, и стоило собирать эти 4 истории вместе. Потому что поодиночке каждая про конкретную аварию, а рядом они начинают говорить об одном. Смотрите. В любой такой катастрофе есть люди, которые что-то видели и могли бы рассказать. И всегда находится тот, кто решает, кому из них дадут говорить, а кому нет. Я для себя называю это свидетельскими слоями. И если разложить наши 4 лодки по этим слоям, проступает странная неуютная симметрия. Возьмем американцев. Трэшер. Комиссия опросила больше сотни свидетелей, собрала 1000 страниц, и почти все это легло под гриф на полвека. Часть показаний закрыта до сих пор. Свидетели говорили, а услышать их не дали никому. Скорпион. Тут еще глуше. Причину официально не назвали вообще. То есть свидетели, документы, расчеты есть, а ответа, который из них следует, как бы нет.
Его не произнесли вслух. Теперь мы. К-27. 144 человека прошли через радиационную аварию, могли бы рассказать каждую минуту того дня. Но их выписали с фальшивым диагнозом и взяли подписку молчать. Свидетели остались жить, а свидетельствовать им запретили. Целый экипаж превратили в людей, которых официально как бы и не облучали. К-159. Тут добавился еще один горький слой. О ней почти не говорили громко. В воздухе той поры висело невысказанное. Мол, это вам не Курск, масштаб не тот, шумиху поднимать незачем. 9 погибших как будто не дотянули до большого национального горя, и о них быстро замолчали. И вот тут я ловлю себя на мысли, от которой не по себе. 2 системы, 2 сверхдержавы, которые 40 лет доказывали друг другу, что они противоположность. У нас про их бездушный капитализм, у них про наш тоталитаризм без свободы слова. А когда у каждой на дне оказались свои погибшие моряки и свои зараженные реакторы, повели себя обе абсолютно одинаково. Засекретить. Не называть причину. Свидетелям молчать. Семьям выдавать дозированную, удобную версию. Разные флаги, разные языки, один и тот же рефлекс власти. И есть еще один слой свидетелей, про который почти не вспоминают. Самый молчаливый из живых. Семьи. Жены, матери, дети, тех, кто не вернулся. Они ведь тоже свидетели, только свидетели другого, того, что было после похоронки. И вот их-то историю обе системы умели заглушать особенно ловко. Я вам приведу один пример, не из наших 4 лодок, но он бьет точно в эту мысль. Была у нас еще одна лодка, К-8, первая, что мы вообще потеряли в атомном флоте. Она сгорела и утонула в 70-м. Так вот, про нее и про ее людей толком вспомнили только в 90-е. Энтузиасты, поисковики годами разыскивали по всей бывшей стране родственников погибших, разбросанных судьбой кто куда. А потом сделали 52 именные капсулы с морской водой из того самого залива, где лежит лодка, и развезли их по родным городам моряков, чтобы было что опустить в землю. Понимаете? Через 20 с лишним лет. Капсула с водой вместо могилы. Вот цена казенного молчания, переведенная в конкретные человеческие годы ожидания. И у американцев, кстати, то же самое, только в своей обертке. Семьям Скорпиона несколько дней не говорили, что лодки уже нет, пока на причале стоял буксир и собирали швартовую команду. А полную правду о том, что флот вообще успел записать и понять, родственники не получили ни тогда, ни, по сути, потом. Но есть слой, которого нет ни у тех, ни у других, самый главный. Те, кто погиб мгновенно. Экипаж Трэшера, экипаж Скорпиона, моряки, ушедшие на дно с К-159. Они не оставили показаний. Их никто не допросил и уже не допросит. Они не вошли ни в один протокол как свидетели, только как список фамилий. А ведь именно они были там, в той самой точке, в ту самую секунду. Единственные, кто знал правду целиком. И именно их голоса нет нигде. Вот это «нигде» меня держит крепче всего. Потому что засекреченную папку когда-нибудь рассекретят, как рассекретили Трэшер. Молчавший моряк когда-нибудь решится и заговорит. Семья дождется хотя бы капсулы с водой. А этот, последний слой, молчит навсегда и не по чьему-то приказу. И раз уж мы заговорили о том, что осталось на дне вместе с этими людьми, пора посмотреть на дно целиком. Не на 4 точки, на все. На все целиком картина выходит куда тяжелее 4 историй. Потому что 4 лодки, про которые мы говорили, это те, у кого есть имя, экипаж, дата, которую можно назвать. А рядом с ними на дне лежит то, у чего имени нет. Если собрать все оценки вместе, на дне Мирового океана покоится около десятка атомных подводных лодок. Но сами лодки — это еще не самое многочисленное. Реакторов на дне больше, чем лодок. Потому что отработавшие, слишком фонящие реакторные блоки десятилетиями просто сбрасывали отдельно, без всякого корпуса. И основная масса этого лежит не в Атлантике, а у нас под боком, в Арктике. Карское море, заливы у Новой Земли. Цифры, которые я нашел, звучат почти неправдоподобно. И я их даю с поправкой по имеющимся данным, потому что точного реестра нет ни у кого. Что-то около 10 тысяч контейнеров с радиоактивными отходами. Сотни затопленных конструкций и блоков. Около 1,5 десятков брошенных реакторных отсеков.
несколько затопленных судов с отходами. И среди всего этого целые лодки с топливом, вроде нашей К-27, в реакторе которой, по некоторым данным, высокообогащенный уран. На 30 метрах. В море, которое кормит рыбой и наших, и норвежцев. И заметьте, какая тут есть невеселая логика места. Карское море — это ведь не глушь, не край географии, который никому не нужен. Наоборот, под ним разведаны огромные запасы нефти и газа, туда тянутся проекты, маршруты, планы на десятилетия вперед. То есть мы собираемся всерьез осваивать акваторию, на дне которой сами же когда-то и устроили ядерный могильник. Меня вот это сочетание царапает. Одной рукой страна закапывала на этом дне свои реакторы потихоньку, а другой теперь хочет это же дно бурить. И рано или поздно две эти руки встретятся. Часть специалистов говорит, ничего страшного прямо сейчас не происходит. Оболочки держат, запаса прочности хватит на десятилетия, может и на столетия вперед. Другие, экологи в первую очередь, возражают. Металл в соленой воде не вечен, корпуса ржавеют, и вопрос не случится ли утечка, а когда. Есть и более тревожные оценки, что при попадании воды внутрь поврежденного реактора нельзя полностью исключить неконтролируемых процессов. Где здесь правда, я не берусь судить с уверенностью. Похоже, ее толком не знает никто, и в этом-то и беспокойство. Когда речь про ядерное топливо на дне, скорее всего, обойдется, это не тот ответ, на котором хочется засыпать. Но вот что важно, и это меняет всю интонацию. Эта история не закрытая глава из прошлого. Она продолжается прямо сейчас, на наших глазах. Совсем недавно, осенью 2025 года, российское правительство заложило в проект бюджета деньги на подъем двух самых опасных лодок, той самой К-27 и К-159. По планам, в 26-м подготовка, а сами работы должны начаться примерно с 27-го. Я говорю по планам намеренно. Между строчкой в бюджете и реально поднятым со дна реактором огромная дистанция. И сколько раз эти сроки уже сдвигались, лучше не считать. Раньше называли и 30-й год, и более поздние. Но впервые за долгие годы речь идет не об обследовании, не о замерах фона, а о том, чтобы достать. И задача эта, честно говоря, на грани возможного. Поднять со дна лодку, которую 14 лет назад не сумели даже довести на буксире, в которой топливо, в которой каждый шов проржавел, и поднять так, чтобы не разломить и не растрясти содержимое реакторов в воду. Это не зацепить и потянуть. Это ювелирная, очень дорогая и очень рискованная операция. Сам факт, что за нее всерьез берутся, говорит о том, насколько эти две лодки на самом деле опасно лежать дальше. Если вам интересно, чем это кончится, останьтесь с каналом, подпишитесь. Я собираюсь следить за этой историей и рассказывать, когда лодки начнут поднимать, если начнут. Это редкий случай, когда тайна с морского дна на наших глазах может перестать быть тайной, и я не хочу его пропустить. А пока их не подняли, они лежат. И американские, и наши. И если отойти на шаг и посмотреть на все это сверху, складывается образ, от которого мне не по себе до сих пор. Холодная война давно закончилась, а ее настоящая свалка, вот она, на дне. И она еще фонит. Фонит — это про физику. А есть то, что фонит иначе, не счетчиком Гейгера. Незакрытые вопросы. Давайте я их соберу в одну короткую горсть, без новых подробностей, просто чтобы стало видно. По всем 4 лодкам ответа как не было, так и нет. Трэшер. Лучшая лодка флота, 129 человек. Единой твердой причины гибели не назвали даже в 63-м, только вероятную цепочку. А часть показаний свидетелей закрыта по сей день, спустя 60 с лишним лет. Почему? Неизвестно. Скорпион. 99 человек. Корпус разорван на дне Атлантики. Официальной причины нет вообще. Ни торпеда, ни что-либо еще так и не утверждены флотом. А вокруг пустоты, как всегда, разрослись мифы, которые я разбирал. Но ответа они не заменяют. К-27. Что с ее реактором на 30 метрах в Карском море прямо сейчас, в эту минуту? Держит ли оболочка? Начала ли подтекать? Толком не знает никто. Обследуют, спорят, собираются поднимать. Но точного ответа на простой вопрос, опасна ли она сегодня, нет. К 159. Тут открытого даже 2 слоя. Было ли в реакторах топливо, когда лодку повели на буксире? Официальные источники в первые дни говорили одно, профильные говорят другое. И главное, человеческое.
Кто ответил за 9 погибших? Внятно, никто. И вот что меня в этом списке царапает сильнее всего. 4 лодки, 2 страны, которые были злейшими врагами. Разные годы, разные океаны, разные причины. А итоговая графа у всех 4 заполнена одним и тем же словом. Не установлено. Иногда мне кажется, что это и есть честный итог всей подводной гонки 20 века. Ни победа, ни поражение, а 4 строчки в разных архивах, и в каждой причина не установлена. И вот теперь вернемся к самому началу, к тому звуку, с которого все началось. Помните? Короткий, страшный, будто кто-то смял пустую жестянку на огромной глубине. Звук схлопывающегося корпуса. Так вот, этот звук записан не один раз. Он лежит в архивах, и американских, и наших. Где-то на ленте, подписанной по-английски, в сейфе по ту сторону океана. Имплозия Трэшера, имплозия Скорпиона. А где-то на другом языке, в другом сейфе, за другим грифом, то, что осталось от наших лодок. Одни и те же физические толчки в воде. Один и тот же предсмертный голос стали под давлением. Просто подписанный на разных языках и разложенный по разным секретным полкам. Враги. 40 лет друг против друга, а кладбище в итоге общее. Одно дно на двоих. И это, к слову, только 4 лодки из тех, что лежат внизу. Я сегодня нарочно не трогал многих, чтобы не превращать обзор в бесконечный список, но вы должны знать, что их там больше. Комсомолец К-278 ушел в холодную воду Норвежского моря в 89-м. Про него у нас на канале уже есть полный фильм, посмотрите. К-19, та самая Хиросима, ролик про нее тоже есть. А есть и те, до кого мы в этом обзоре даже не дотянулись. К-8, первая наша потеря в атомном флоте, сгорела и утонула в Бискайском заливе в 70-м, и 52 человека остались с ней. К-219 затонула в 86-м в Атлантике, у Бермуд, с баллистическими ракетами на борту, и ее экипаж ценой жизни нескольких человек не дал случиться куда большей беде. К-129, пропавшая в Тихом океане, которую потом тайно поднимали американцы. Про каждую из них я сделаю отдельный фильм, по-настоящему, со всей историей, с именами, с людьми. Не обзором на 5 минут, а так, как они заслуживают. Считайте сегодняшний выпуск картой, на которой я только расставил флажки. Дальше мы пойдем к каждому флажку по отдельности и будем спускаться на глубину медленно. А зацепила меня в финале одна горькая мысль. 2 страны полвека тратили лучшие умы, лучший металл, лучших людей на один вопрос. Кто нырнет глубже и пройдет тише? Кто кого переиграет в темноте под водой? И знаете, чем закончилось это соревнование? Ничьей. Самой тихой ничьей в истории. Все на одном грунте. И те, и другие. Глубже и тише всех в итоге легли именно туда, на дно, и лежат там рядом, уже без флагов. А над ними ходят рыболовные суда обеих бывших враждующих сторон, и рыбаки чаще всего даже не знают, над чем именно бросают сети. А теперь я хочу спросить вас. Не вообще, а лично. Многие из вас жили в то время, когда эти лодки еще ходили. Вы помните, как при вас сообщали о таких катастрофах? Или как раз не сообщали, а вы чувствовали, догадывались, что где-то что-то случилось, но в новостях тишина, только глухие слухи на кухнях да обрывки разговоров. Чему вы тогда верили, а чему нет? И верите ли сейчас, когда дело наконец-то собрались поднимать со дна? Расскажите в комментариях. Я читаю их все, без преувеличения. И для таких видео ваша память дороже любого рассекреченного документа. Потому что документ можно засекретить заново, а живую человеческую память уже нет. Вы — те самые свидетели, которым теперь, наконец, можно говорить. Так говорите, пока есть кому слушать. И подпишитесь, если хотите увидеть эту серию целиком. Лодка за лодкой, история за историей, имя за именем. Я доведу ее до конца. Без вас эти имена просто растворятся в холодной воде. А со мной останутся.